министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. Прошу вас, вам слово, Сергей Викторович. Вы заканчиваете фразу. Нет, надо фразу закончить. Прошу вас, вам слово. Уважаемые коллеги, очень рад в очередной раз быть на территории смыслов. Очень люблю общаться с молодыми людьми, будущим нашей Родины, причем будущим, которое уже создается в настоящем, в том числе на полях специальной военной операции. И я очень ценю возможность общаться с ребятами, которые там работают. Вот совсем недавно, пару недель назад, вручал дипломы выпускникам программы дополнительного профессионального образования, которая была организована МГИМО. И вот 19 выпускников, участников специальной военной операции, выпускники этой программы, я с ними пообщался. Ну и, конечно, участвовал в мероприятии по линии программы «Время героев», которую президент инициировал. И я вижу, насколько наша молодежь понимает значение международного контура, внешнего контура развития нашей страны в нынешнее время. Наша внешняя политика, политика новой России, после того, как ушел в небытие Советский Союз, всегда опиралась исключительно на национальный интерес. Никакого менторства, никакого идеологизированного навязывания тех или иных подходов нашим соседям и в целом нашим партнерам. У нас, как записано в концептуальных документах, и в Конституции, и в концепции внешней политики, так мы и работаем. Главная задача нашей внешнеполитической деятельности заключается в обеспечении безопасных условий развития страны, повышении благосостояния наших граждан. И сейчас, когда всерьез начинают говорить многие политологи, ученые, эксперты о том, что Третья мировая война не то что неизбежна, а уже как бы идет в новых формах, начиная с агрессии Запада против Югославии в 1999 году, потом агрессии против Ирака, потом разрушение Ливии, нападение на Сирию. Все эти страны Ближнего Востока сейчас находятся в таком тревожном состоянии, потому что их территориальная целостность, о которой Запад так печется, только в случае с Украиной, их территориальная целостность и Ирака, и Сирии, и Ливии была серьезнейшим образом подорвана в 2011 году в ходе так называемой арабской весны. И эти страны до сих пор остаются в полуразобранном состоянии. И теперь Запад перекинулся на соседний регион. Это и сектор Газа, в целом палестинские территории. Была агрессия против Исламской Республики Иран. В Европе украинский вопрос, конечно же, является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России, как они говорят. Они не стесняются подтверждать то, что готовились к этому достаточно давно. Подтверждают они без зазрения совести и то, что минские договоренности, которые задуманы-то были, чтобы положить конец всем проблемам, и на которые президент Путин вместе со своими собеседниками, канцлером Меркель, президентом Франции Олландом и президентом тогда Порошенко, потратил 17 часов без отдыха и сна. А потом эти вот ребята, которые с ним сидели, заявили: да нет, мы ничего не собирались выполнять, нам надо было что-то там слепить на бумаге, чтобы выиграть время для Украины в подготовке к дальнейшей войне с Россией, для того, чтобы мы накачали ее оружием. И эти люди сейчас от нас просят, требуют немедленно прекратить огонь и оставить все вот как есть, чтобы они опять своим клиентам в Киеве выиграли передышку и продолжали их накачивать. То, что европейцы
всерьез хотят нанести нам поражение, это, по-моему, подтверждается каждый день. Новый канцлер ФРГ, господин Мерц, заявил, я не знаю, он понимает, что он произносил, что мы обязаны вновь сделать Германию самой большой военной силой в Европе. Она была самой большой военной силой накануне Первой мировой, когда ее развязала, накануне Второй мировой, когда тоже ее развязала. И вот теперь он вновь хочет сделать Германию первой военной силой в Европе. А его министр обороны, господин Писториус, сказал, что если придется, то немцы будут без каких-либо сомнений убивать русских солдат. Это вот воспринимается в европейских элитах почти уже как нечто само собой разумеющееся. Ну и это отражает прежде всего то, что Запад не может стать просто одним из крупных, сильных регионов многополярного мира. Он не может отказаться от гегемонии, которой наслаждался полтысячелетия. И особенно это сейчас наблюдается в Европе, когда хотят подчинить своей воле все и вся. И не хотят учитывать просто прагматические соображения. Вот буквально вчера, по-моему, президент Трамп встречался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и она потом с гордостью, с наслаждением заявила, что они достигли договоренности, в соответствии с которой европейские товары будут поступать в США и будут облагаться 15% пошлиной, а Соединенные Штаты будут поставлять свои товары в Европу без каких-либо пошлин, с нулевыми пошлинами. Плюс 750 миллиардов долларов Европа потратит на закупку американских энергоносителей, прежде всего сжиженного природного газа и ядерной энергетики, и за счет полного отказа закупки российских энергоносителей. Ну, еще где-то на 600 миллиардов, как объявил Трамп, будут сделаны инвестиции. То есть ясно, что энергоносители американские будут существенно дороже, чем российские. Ясно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к перетоку инвестиций из Европы в Соединенные Штаты. Ну и, конечно, это будет очень сильный удар. Прежде всего, цены на энергоносители, отток инвестиций для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства. Но деятели типа Урсула фон дер Ляйен буквально кичатся тем, что они идут по этому пути. Да, мы будем вынуждены тратить больше средств. Да, у нас, наверное, будет меньше возможности решать социальные проблемы населения, но мы обязаны Россию победить. Если вспомнить предыдущую администрацию Соединенных Штатов, то Байден, как вот недавно президент Лула, бразильский президент, сообщил, Байден в разговоре с ним как-то сказал, что нужно уничтожить Россию. Даже не стратегическое поражение, а уничтожить. Война на уничтожение. Президент Трамп занимает другую позицию. Он исходит исключительно, как он не раз говорил, из здравого смысла, имея в виду прежде всего деловые соображения, что выгодно для США. Но вы наверняка следите за теми действиями, которые он предпринимает, прежде всего в торговой сфере, и продвигается. Вот с Европой достигли договоренности, которые, конечно же, для старого континента ущербны. Тут даже можно не анализировать. Но президент Трамп прагматик, он не хочет никаких войн, и он, в отличие от своего предшественника, господина Байдена, и в отличие от нынешних европейских элит, всяких там Урсул фон дер Ляйен, Стармеров, Макронов, он открыт к диалогу. Всегда, даже в годы Холодной войны, диалог развивался и позволял противостоящим лагерям
лучше понимать намерения друг друга. Прежде всего для того, чтобы не допустить большой войны. Вот этот инстинкт в Европе утерян. Так же, как и вакцина от нацизма, она уже перестает действовать. В Европе возрождаются те же самые силы, которые хотели уничтожить Россию и которые вот в данном конкретном случае выбрали в качестве своего такого ударного механизма против нас Украину, просто приветствуя все, что она делает, заявляя, вот европейский комиссар по расширению, там госпожа Кос, по-моему, заявила, что Украина, это было вот месяц назад, выполнила все условия для того, чтобы начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Хоть кто-нибудь слышал, чтобы из Европы звучало слово критики в отношении подхода Украины к обязательствам в области прав человека? Язык, образование, средства массовой информации, культура. Законодательно русский язык во всех этих сферах запрещен. Причем начали принимать законы задолго до специальной военной операции. А Европа говорит, что Украина бьется за европейские ценности. Макрон недавно это сказал, что в отличие от России Украина воюет за наши интересы, за наши европейские ценности. Значит, признание в том, что они все нацисты. Потому что нацизм в украинском обществе возрождается, в том числе и законодательно. Снимаются препятствия для того, чтобы героизировать Бандеру, Шухевича. Ну вот они в одном ряду с Гитлером, Геббельсом и прочими военными преступниками сейчас являются символом свободы. И то, что мы всегда выступали за диалог, даже в самые тяжелые времена, и, как я сказал, в холодную войну диалог никогда не прерывался между Советским Союзом и Соединенными Штатами. И что еще очень важно, мне кажется, отметить сегодня, это то, что в холодную войну было взаимное уважение. Сейчас его нет. Европа просто остервенела, другого слова не могу понять. Понятно, что в значительной степени это борьба за удержание власти. Они понимают, что те сотни миллиардов евро, которые вгрохали в Украину ради того, чтобы она била Россию, убивала наших солдат, организовывала теракты против гражданской инфраструктуры, подсылала наемных убийц для уничтожения наших политиков, журналистов. Все это Европа, конечно же, делает с одной единственной целью – использовать украинцев как пушечное мясо, чтобы убрать Россию как конкурента, а еще лучше – спровоцировать центробежные тенденции в нашем обществе. Этим тоже они очень активно занимаются. Несмотря на меры, которые руководство приняло по пресечению деятельности всяких иностранных неправительственных организаций и средств массовой информации сомнительного толка, которые продвигали не ценности общения между молодежью наших стран, между просто гражданским обществом, а продвигали однозначно западную повестку дня. Вот. Но диалог, который мы ведем с администрацией Трампа, показывает, что разумные люди на Западе сохраняются. И у них достаточно серьезная поддержка, как это вот продемонстрировано развитием событий внутри Соединенных Штатов. Мы открыты к диалогу, президент Путин об этом неоднократно говорил, с любой другой страной, в том числе с европейскими. Вот президент Макрон позвонил нашему президенту, тот тут же взял трубку, правда, я не хочу раскрывать секреты общения, но толку от этого разговора было, прям скажем, мало, хотя бы потому, что потом президент Макрон стал делать публичное заявление, что на Россию надо надавить, чтобы она согласилась немедленно на прекращение огня без всяких условий. Это он говорил уже давно, и когда он первый раз этот тезис пробросил, у него спросили: а вы перестанете оружие поставлять Украине? Он говорит: нет, прекращение огня должно быть без всяких условий. Вот вам и все, вот и цель. Так же, как минские договоренности были нужны, чтобы как-то встряхнуть нацистский режим Порошенко, так и сейчас они хотят получить передышку.
На этом фоне, вот я уже сказал, что Запад не может смириться с потерей своей гегемонии и продолжает проводить чисто неоколониальную политику. Та же политика санкций – это ведь противодействие конкурентам, боязнь позволить им развиваться в нормальных условиях, потому что новые центры силы уже обогнали, а если убрать препятствия на пути их развития, они совсем далеко оторвутся от Запада. Да, Запад по-прежнему сохраняет сильные позиции и в военной сфере, в сфере технологий, в сфере биотехнологий, в том числе киберпространстве, но Запад не может быть как-то одним из главных игроков. Он должен быть наверху, по крайней мере, у нынешних элит менталитет именно такой. А тем временем многополярный мир формируется, процесс объективный, никто с ним ничего поделать не сможет, никакими санкциями, никакими тарифными войнами, ни провоцированием горячих войн, как сейчас уже планирует Запад после того, что натворили на Ближнем Востоке, на Украине, в Иране, планируют уже операции на Дальнем Востоке, в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе, в Восточно-Китайском море и в целом в Юго-Восточной и в Северной Азии, включая Корейский полуостров. Это все укладывается вот в линию удержания власти, удержания своего положения гегемона. Вот. Ну и тем временем, как я уже сказал, многополярный мир все равно одолеет вот эту попытку затормозить естественный ход истории. У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников. Ближайшие союзники на Западе, конечно, Республика Беларусь, на Востоке Корейская Народно-Демократическая Республика, с которой нас связывают десятилетия братских боевых связей. Мы помогали обрести независимость нашим корейским соседям. Они нам помогли освободить Курскую область от украинских неонацистов. Индия, еще одна великая страна. И Индия, и Китай, и Россия, Турция, Иран. Все эти страны представляют собой великие цивилизации, которым много-много столетий уже, и которые сохранились как цивилизационная общность. В других частях мира такого явления не наблюдается. А вот на континенте евразийском, да, это действительно так. И эти великие цивилизации сейчас и составляют главную группу действующих лиц по формированию многополярного мира. На практике оформлением вот этих тенденций занимаются и Шанхайская организация сотрудничества, и БРИКС, и наши партнеры в Африканском союзе, в сообществе латиноамериканских и карибских государств. И, безусловно, этот интерес, который проявляют многие страны, десятки стран к сотрудничеству с БРИКС, с Шанхайской организацией сотрудничества, он будет расти и продолжать способствовать формированию устойчивых механизмов развития мирового большинства. Если Запад использует созданные после Второй мировой войны механизмы, такие как Международный валютный фонд, Всемирный банк, для того, чтобы злоупотреблять своим положением, включая положение резервных валют, прежде всего доллара, включая грубейшее нарушение принципа добросовестной конкуренции, презумпции невиновности, то мировое большинство, этот процесс уже идет, уже не один год, мировое большинство через БРИКС, ШОС, другие механизмы создает альтернативные платформы для банковских расчетов, логистические маршруты создаются, которые не зависят от западных правил, действовавших после Второй мировой войны, когда еще Запад не пытался ими так сильно злоупотреблять, и это всех устраивало. Но теперь западные коллеги сами создают ситуацию, когда от их
механизмов, которые находятся под их контролем, все больше и больше стран будут уходить. И, конечно, не могу не сказать о нашем ближайшем окружении. Наши союзники, единомышленники, стратегические партнеры из Организации договора коллективной безопасности, из Содружества независимых государств, Евразийского экономического союза. Все это тоже крупные структуры, деятельность которых вписывается в процесс формирования большого евразийского партнерства. Здесь и вот структуры на постсоветском пространстве, и ШОС, и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, и многие другие перспективные игроки. Кстати, Евразийский континент единственный, где нет общеконтинентальной организации. В Африке есть Африканский союз. Там очень много субрегиональных структур, но есть общеконтинентальный Африканский союз. В Латинской Америке много субрегиональных интеграционных объединений, но есть сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна. А в Евразии нет такого. И, наверное, вот когда президент несколько лет назад на саммите Россия-АСЕАН предложил сближать все эти интеграционные субрегиональные процессы, в идеале, чтобы они взаимодополняли друг друга, чтобы их программы способствовали устранению дублирования и тем самым формировали вот это большое евразийское партнерство, эта идея, она от жизни. Это не искусственная какая-то инициатива, которая навязывается. Нет, это объективная вещь, которая будет отвечать требованиям взаимной выгоды и максимальной экономии ресурсов, и максимизации тех преимуществ, которые интеграционные процессы создают. Ну и в более широком плане это станет таким прочным фундаментом, материальным фундаментом уже формирования архитектуры евразийской безопасности. Нынешние структуры, которые занимаются безопасностью, это прежде всего то, что было создано в Европе после Второй мировой войны. ОБСЕ, конечно же, НАТО, но и НАТО, и ОБСЕ – это структуры, в основе которых концепция евроатлантической безопасности. То есть обязательно должны быть коллеги с той стороны Атлантического океана. Но, наверное, это ради бога. Кто желает сотрудничать с США, с Канадой, никто же не запрещает. Но почему нельзя иметь общеконтинентальную, открытую для всех стран континента? Тем более, что сейчас, вот видите, президент Трамп, он и не сильно стремится сохранять какую-то особую роль в Европе, считает, что Европа сама должна заниматься своими проблемами, будь то безопасность, будь то экономическое развитие на условиях, которые США продиктовали той же самой Урсуле фон дер Ляйен. Поэтому архитектура евразийской безопасности, она прям стучится в дверь. И уже третий год подряд в октябре в Минске пройдет конференция по евразийской безопасности, где рассматривается проект Хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Его подготовили наши белорусские друзья вместе с нами. И в первых двух конференциях участие было достаточно заинтересованным, в том числе некоторые страны Европейского Союза принимали участие, и я думаю, их число будет расти. Поэтому дел у нас немало. Главное из этих дел, конечно, победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины. И президент определил задачи, которые мы решаем на международной арене, но прежде всего на линии боевого соприкосновения. Эти задачи будут выполнены. Мы настаиваем на том, что является
нашим законным требованиям, а именно обеспечение нашей безопасности, никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО, она и так уже, вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилась вплотную к нашим границам. Во-вторых, вот все говорят, верните, Россия должна вернуться к границам 1991 года. Во-первых, в 1991 году, когда Украина признавалась в качестве независимого государства, она имела в качестве главного принципа свою декларацию о независимости, где было сказано «внеблоковое, безъядерное, нейтральное государство». Именно в таком качестве признавалась территориальная целостность Украины. А когда они стали уничтожать, истреблять все русское, конечно же, мы не могли оставаться в стороне, пытались уговорами, переговорами, не получилось. Поэтому не было альтернативы начала специальной военной операции. Нам не территории важны. Вот иногда говорят, вот они захватили территорию, надо их освободить. Да нам территории эти не важны. У нас самая большая в мире страна. Нам важно, чтобы люди, которые там столетиями жили, которые являются носителями русской культуры, русского языка, русского образования, которые хотят в этой же культуре своих детей воспитывать, чтобы этих людей не истребляли и чтобы их права защищали. Это абсолютно законные требования. Ну и, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции, это абсолютно безальтернативное требование. Вот, поэтому дел у нас много. Я очень надеюсь, что встречи, которые мы здесь проводим и которые вы проводите здесь с моими коллегами, помогут вам лучше понимать, чем занимаются, ну, в данном случае, внешнеполитические структуры Российской Федерации. И надеюсь, что ряды дипломатов будут пополняться в том числе и за счет выпускников вот этого, как это, курса называется? Форум «Наша территория смыслов». Это смена единства. Вот, спасибо. Сейчас давайте интерактивно. Сергей Викторович, спасибо вам большое. Приглашаю вас присесть. Спасибо вам за важные слова. И отдельно от Организационного комитета нашего форума я благодарю вас за то, что вы регулярно посещаете территорию смыслов. Сегодня будем существовать в формате открытого диалога. У ребят много вопросов. И я, да-да-да, уже руки. Я прошу прощения, пользуюсь правом ведущей, тогда начну со своего. Я хотела бы вернуться к вашему выступлению здесь же, на территории смысла 2018 года. Поскольку мы уже начали, речь пошла о формировании многополярного мира, и процитировать вас. Вы сказали, что многополярность мира — это позитивный тренд, который несет больше демократии и справедливости. И, конечно, за эти 7 лет мир очень серьезно изменился. И в связи с этим такой вопрос. Согласны ли вы с самим собой 7-летней давности или с учетом появления каких-то реальных признаков многополярного мира что-то добавите, скорректируйте себя тогда? Нет, конечно же, я согласен сам с собой. И не потому, что я такой, знаете, вот эгоист, а потому что многополярный мир действительно с 2018 года стал еще более активно формироваться. И он действительно несет демократию в международные отношения в противовес диктатуре, гегемонии, которую Запад хочет сохранить. И сопротивление процессу формирования многополярного мира огромное. Но, как вы знаете, кто физику изучал, чем больше сопротивления, тем больше движение обретает такой устойчивый характер. Что и происходит. Вот президент Трамп недавно в своей классической манере комментировал деятельность БРИКС. И заявил, что БРИКС – это какая-то непонятная лавочка, и они хотят альтернативные валюты использовать, и он не позволит того, чтобы кто-то игнорировал доллар. Но когда он еще проводил свою избирательную кампанию, он на тему доллара иначе высказывался. Он сказал, что Байден и его администрация – люди, нанесшие колоссальный ущерб интересам Соединенных Штатов, потому что они дискредитировали доллар как валюту, на которую все полагались.
и что доллар будет неизбежно ослабевать. Это он признал. Теперь хочет остановить этот процесс путем угроз, шантажа, ну, так по-деловому, исходя из здравого смысла, потому что это важно для финансового положения Соединенных Штатов, который в значительной степени опирается на роль доллара. Я помню давным-давно, когда обсуждались вопросы международного валютно-финансового сотрудничества, кто был президентом, сейчас уже не скажу, но американская администрация заявляла: доллар, дорогие друзья, обращаясь к всему мировому сообществу, это не американская собственность, это достояние всего человечества. Это как бы такая смазка, которая требуется для всей мировой экономики, и это будет работать безотказно в любых погодных условиях. Все изменилось, поэтому, конечно, многополярность еще и стимулируется тем, что старая система, она перестала отвечать интересам мирового большинства. Кстати, началось все с того, что когда после Второй мировой войны были созданы Международный валютный фонд, Всемирный банк, группа Всемирного банка и Всемирная торговая организация, ведь правила, которые они задали для мировой экономики, они всех, ну, как бы устроили. Кого устроили, кто-то понял, что других нет, и надо в общем ряду двигаться вперед. Но и Китай принял эти правила. А потом по этим правилам, которые были американцами изобретены, и на американской поляне обыграл американцев. Они же почему так волнуются? Потому что Китай вот в рамках нынешней валютно-финансовой торговой системы, если бы действовали, даже вопреки тому, что не все правила этих систем соблюдались, он все равно вышел на позиции безусловного лидера, и темп развития его экономики и всех других сфер, он только будет нарастать. Именно поэтому сейчас тормозится реформа Международного валютного фонда. Если бы взять реальный экономический вес стран БРИКС, они бы давно уже повысили долю голосов, и американцы потеряли бы право вето. Они искусственно сдерживают эту реформу, чтобы сохранять контрольный пакет, который позволяет им в одиночку блокировать решения по демократизации этих институтов. То же самое во Всемирной торговой организации. Американцы заблокировали работу органа по урегулированию споров, по рассмотрению жалоб. Там китайских жалоб лежит тысячи. А они просто не позволяют получить кворум в этом органе, и все, он не работает. Поэтому искусственно сдержать развитие, сдерживать, наверное, можно, но сдержать не получится. Да, это займет длительный период, наверное, это эпоха целая, формирования многополярного мира. Но тенденция объективна и неизбежна. Спасибо большое, Сергей Викторович. Друзья, у нас есть возможность задать вопрос. Я предлагаю начать с левой стороны от меня. Вот у нас молодой человек, уважаемые волонтеры. Прошу вас, представьтесь, пожалуйста. Какой у вас вопрос? Добрый день, меня зовут Винчи Данил, город Уфа, Республика Башкортостан. Сергей Викторович, подскажите, а какие кризисы глобальной системы безопасности вы видите на горизонте 10 лет? Спасибо. Я касался этого вопроса частично в своем выступлении. Уже не угрозы, а реальные проблемы с безопасностью существуют, конечно же, и вокруг Украины. И мы за свою безопасность, за свои законные интересы в сфере безопасности воюем и добьемся результата. Соседние регионы, Ближний Восток, Палестина, Иран, далеко не все еще в Сирии закончилось, да и в Ливии тоже я об этом упоминал, Ирак. И Запад, прежде всего американцы, не скрывают того, что их очень интересует распространение своего силового влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они специально называют Индо-Тихоокеанским регионом, чтобы наших индийских друзей затянуть в это сотрудничество, сделать им как бы приятное. А на самом деле все эти индо-тихоокеанские стратегии направлены на сдерживание Китая, на изоляцию России, на развал открытых универсальных структур сотрудничества, которые в Юго-Восточной Азии сложились вокруг АСЕАН, и перенос
военной инфраструктуры НАТО вот туда, на Дальний Восток. В Южно-Китайское море, в Тайваньский пролив, на Корейский полуостров. Создаются всякие квартеты, тройки. Вот тройка США, Япония, Южная Корея, они уже планируют все более и более мощные военные учения вокруг Корейского полуострова, вокруг Корейской Народно-Демократической Республики. Причем в этих учениях США, вот когда США и южнокорейские силы работают вместе, там уже появляются элементы ядерных вооружений. Это очень тревожно, тем более на фоне того, что вот эта тройка АУКУС, США, Британия, Австралия, созданная для того, чтобы создавать, чтобы строить подводные лодки, ядерные подводные лодки для Австралии, тоже перенос ядерных технологий и серьезные сомнения, что эти действия соответствуют договору о нераспространении ядерного оружия. Много проблем, которые вот так уже просматриваются. И то, что НАТО активно проникает сюда, уже в Японии собираются открывать какое-то специальное представительство НАТО. А очень показательно, когда спросили бывшего генерального секретаря НАТО, господина Столтенберга, который уже сейчас ушел, и его спросили на какой-то пресс-конференции журналисты, вот НАТО, это же Североатлантический альянс, который при создании и при существовании его в последующие годы всегда презентовался как организация оборонительного характера, и что ее главная цель – физическая защита территории стран-членов. А как же получается, что вы теперь хотите на восток существенно уже выйти за границы своего объединения? Он ответил, даже не моргнув, что да, мы по-прежнему имеем единственной целью защиту территорий стран-членов. Но в нынешних условиях угрозы этой территории, этим территориям исходят уже из Индо-Тихоокеанского региона, Южно-Китайское море и так далее. Вот. Это очень показательное заявление, которое отражает эволюцию менталитета и эволюционирует этот менталитет в сторону опять поиска смысла сохранения НАТО. Вот у нас смысл найден на этой территории, а они все пытаются найти оправдание, зачем НАТО должна оставаться. Вот поэтому угроз много, и десятилетие будет непростым. Спасибо вам большое, спасибо за вопрос. Перемещаемся в центр. Не могу не обратить внимание с плакатом. У нас прямо там так и написано, что есть вопрос. Прошу, уважаемые волонтеры, да, не забывайте представиться. И ваш вопрос. Спасибо. Добрый день, я не верю, что это происходит. Меня зовут Даша, я из города Волгограда. И учусь я на переводческом факультете в Волгоградском государственном университете. И, Сергей Викторович, я хочу задать вам вопрос так, чтобы мы с вами оказались в более привычных для нас с вами условиях. Et c'est pourquoi je vous suggère donc de passer au français. Pour être honnête, c'est votre arrivée à notre événement que j'attendais le plus et je suis en fait très nerveux à propos de ma question. Et j'espère plus que tout que vous y répondrez positivement. Dans ma lettre de motivation pour la participation là, j'ai indiqué que mon rêve était de serrer votre main. Mais la chose la plus importante est de ramener à ma vie, Volgograd, une photo avec vous. De plus, ma grand-mère m'a dit qu'elle ne me laisserait pas rentrer à la maison sans cette photo. Et alors, Sergei Viktorovich, ma question est la suivante. Puis-je vous serrer la main maintenant et prendre une photo avec vous? Пожалуйста, сфотографироваться можно, но давайте из уважения к залу по-русски произнесите. Тут не все Пожалуйста. говорят по-французски. Блестящий у вас французский, да, но нам не все владеют. Друзья, всем добрый день. Я попросила у Сергея Викторовича пожать ему руку и сделать с ним фотографию, потому что это моя мечта.
И более того, это мечта моей бабушки, которая сказала мне не возвращаться домой без фотографии с Сергеем Викторовичем Лавровым. К сожалению, мы с вашей бабушкой в юности не познакомились у нас. Вы знаете, Ну все, если вас пропустят, вот, коллеги, не сейчас, когда мы да, не сейчас. Дашенька, Потом, да, когда мы закончим. Да, когда мы спасибо вам большое за закончим, вопрос. Вы знаете, мне кажется, у бабушки уже есть повод для гордости, что вы сегодня находитесь здесь на территории смыслов, и мы находимся, нас смотрят и по ту сторону экрана. Сегодня много ребят, и вы блестяще продемонстрировали знание французского. Мне кажется, это уже здорово. Давайте пока к вопросам более... Так, у нас есть вот молодой человек, девушка, да, с экраном, телефон прямо у нее тоже. Вопрос, пожалуйста, да. Волонтеры, можно микрофончик? Тоже как вас зовут? Добрый день, Сергей Викторович. Меня зовут Снопок Милана. Учусь в МГУ имени Ломоносова на филологическом факультете. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какие программы, на ваш взгляд, являются самыми эффективными для продвижения российских ценностей, российских традиций за рубежом? Спасибо. Ну, программы, наше предпочтение всегда было участвовать в универсальных мероприятиях, и спортивных, и культурных. К сожалению, когда началась дискриминация, совершенно, не могу даже приличного слова подобрать, неприемлемая всех наших спортсменов, нашей культуры. Вот недавно отменили в Италии гастроли Валерии Гергиева с солистами Мариинского театра. Возмутительно. Италия, которая всегда была колыбелью культуры и оказалась тоже под влиянием, ну, в общем-то, неонацистов, по большому счету, украинских, да и там в руководстве Италии тоже остались люди, которые в ООН, например, как и Германия, отказываются, голосуют против резолюции о недопустимости героизации нацизма. И Германия, и Италия, и Япония, кстати, голосуют против. Но и в этой ситуации, да, правильно мы делаем, что мы сейчас отстаиваем необходимость вернуться к истокам того же самого международного олимпийского движения, к принципам развития культурных, образовательных, научных связей, которые закреплены в уставных документах ЮНЕСКО и которые грубейшим образом нарушаются. И вот то, что сейчас в Грузии наши фехтовальщики получают золотые и другие медали, это уже сигнал оздоровления, признак оздоровления руководителей международным спортом. Но одновременно мы развиваем и альтернативные площадки. В прошлом году провели спортивные игры БРИКС. И, конечно, наше изобретение – это игры будущего, так называемые Phygital, Physical и Digital. Смесь. То есть одна и та же команда играет в баскетбол, а потом эти же ребята играют в баскетбол на компьютере. Это уже будет ежегодное мероприятие. Плюс, конечно же, мы не сильно обиделись, что нас не пустили на это Евровидение, которое уже превратилось в рекламу нетрадиционных ценностей, чуждых нам ценностей. И мы в этом году, в октябре, под Москвой, на Лайв-арена проводим первый конкурс интервидения. Международный песенный конкурс, где будут участвовать страны БРИКС. Страны БРИКС, всего где-то 20 с небольшим будет. Международные уже подтвердили участие практически все страны БРИКС и их партнеры. Так что мы никогда не закрываемся от универсальных форм сотрудничества. Но когда пытаются закрыть нам выход на справедливых, общеприемлемых условиях, конечно, мы не будем просто так сидеть, сложа руки. Но в этом тоже, как и в санкциях, прежде всего проявляется желание Запада и тех, кто занимается подобными вещами, подавить конкурентов. Конкурентов в торговле, в инвестициях, на энергетических рынках, конкурентов в спорте, конкурентов в искусстве. Вот эта вот одержимость
сохранить и удержать гегемонию, она, конечно, проявляется во всех этих вещах. Но, повторю, мы создаем рамки, которые обеспечивают развитие нашего спорта, нашего искусства во всех формах. Спасибо большое, Сергей. Спасибо большое, Сергей Викторович. Друзья, у нас, к сожалению, не так много времени, а вопросов много, поэтому прошу прощения, что так чуть-чуть можно более компактно, покороче, сразу конкретно задавать. Вот Это вы молодой... мне, наверное, сказали. Вы что? Наоборот, чтобы больше, чтобы у вас было... У нас есть молодой человек, вот давно уже держит руку во втором ряду, центральный сектор. Мгм. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Викторович, добрый день. Алексей Кудрявцев, Молодежный парламент Казани, фракция ЛДПР. Вопрос короткий. В чем грань между трендом на глобализацию и сохранением национального суверенитета? Спасибо. В чем грань? Да, грань, как не перейти из крайности в другую, как сохранить баланс? Я думаю, что по-настоящему многополярный мир возможен исключительно в составе государств, каждая из которых уважает, во-первых, свой суверенитет, и, во-вторых, делает так, чтобы другие этот суверенитет уважали. Я здесь не вижу противоречия. Вот БРИКС, там ни одна из стран-участниц не поступалась своим суверенитетом. И все решения принимаются исключительно консенсусом. Да, консенсус гораздо труднее формировать, чем просто поставить на голосование, как сейчас в Евросоюзе пытаются делать. Вместо того, чтобы учитывать интересы той же Венгрии, той же Словакии, ряда других стран, которые не согласны со многими действиями евробюрократов, которых, кстати, никто не избирал, в отличие от национальных правительств. И чтобы преодолеть вот это сопротивление, Еврокомиссия придумала переход к так называемому квалифицированному большинству. Иными словами, будет голосование, и тем, кто хочет отстаивать свои национальные интересы, свой суверенитет, им будут навязаны решения. Такого в БРИКС никогда не будет, ни в ШОС не будет, ни в Евразес, ни в СНГ, ни в ОДКБ, ну ни в одном другом объединении, где мы работаем. Поэтому я здесь как раз вижу, что сохранение и укрепление, и обеспечение уважения твоего суверенитета и самим тобой, и твоими партнерами, это самый такой важный цементирующий фактор для многополярного мира. Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое, Сергей Викторович. Перемещаемся на левую сторону. Там рядом с волонтерами молодой человек в белой футболке держит руку. Прошу, ваш вопрос. Вот нет, прошу прощения, за вами еще. И потом вернемся к вам обязательно. Сергей Викторович, здравствуйте. Меня зовут Александр Зайнуллин, студент Российского университета дружбы народов. На осеннем марафоне «Знания первые» Михаил Владимирович Дегтярев рассказывал про то, что на наш спорт сейчас идет сильное давление. И поделился историей, что в Венгрии существует целый департамент спортивной дипломатии, который как раз направлен на то, чтобы налаживать отношения со странами через спорт. История знает много примеров того, как через спорт, это и пинг-понговая дипломатия, и множество других, налаживать отношения со странами. Нет ли планов у нас создать такой же департамент? При Министерстве спорта? При МИД. Но в МИДе у нас есть подразделение, которое возглавляет посол по особым поручениям. Это уже у нас не один десяток лет. Но мы с Михаилом Дегтяревым говорили, конечно, важно, и чтобы в Министерстве спорта, которое имеет разветвленные международные связи, тем более новый министр, как новый, нынешний министр, имеет вкус к международным контактам, и у них есть люди, которые этим занимаются, мы в тесной координации готовы им помогать, готовы согласовывать наши шаги. Спасибо. Спасибо большое. Помню про вас, молодой человек. Мы сюда обязательно вернемся, немножко на другую сторону перемещаемся. Вот прям девушка в черной футболке рядом с вами в центральном секторе держит давно руку. Можно? Пожалуйста. Вот слева, да? Да. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дарья, я студент Высшей школы экономики. Здесь я представляю молодежную организацию ЛДПР. Подскажите, пожалуйста, Сергей Викторович, что стало мотиватором в вашем пути, непростом пути в Министерстве иностранных дел и вообще до этого? И что делать современной молодежи, которая хочет развиваться в международных отношениях? Спасибо. В МГИМО поступать надо, но это... Нет, И на самом деле... веки не нужно.
нужно. На самом деле у нас не только из МГИМО каждый год на работу принимаются ребята и девушки, также из МГУ, из Питерского госуниверситета, есть и из Дальневосточного федерального университета, есть и из Вышки. Но, конечно, львиная доля это выпускники МГИМО. Там все-таки программы уже настроены на то, чтобы готовить кадры для МИДа. И они, там надо обязательно проходить испытания при приеме на работу в МИД. Ну, так получается. А что повлияло на выбор моей профессии, я говорил уже как-то, поэтому тут секрета большого нет. Когда я окончил школу, а у меня была серебряная медаль, правда, для того, чтобы ее получить, меня заставили пересдать биологию. У меня была 3 по биологии. И очень хотели, чтобы там, учителя, директор школы хотели, чтобы у меня была медаль. Я пересдал ее, но на 4. Но все равно этого хватило, чтобы получить серебряную медаль. И у нас был прекрасный классный руководитель Сергей Иванович Кузнецов, который преподавал физику и математику. Он с нами в походы ходил, ездил в дальние путешествия во время каникул. Мы его очень любили. И он, наверное, через силу симпатий, которые он вызывал, он повлиял на меня. Я очень хотел поступить в МИФИ. И мама покойная мне сказала, говорит, ну да, конечно, но в МИФИ, как во все другие вузы, 1 августа, а мама у меня работала в Министерстве внешней торговли. В МИФИ, как и во все другие вузы, 1 августа начинаются приемные экзамены, а в МГИМО 1 июля. Что тебе стоит попробовать? Английский я знал, учил. Ну, я с медалью 2 экзамена сдавал. 1 июля и 3 июля. Там историю и английский, кстати сказать. Я получил 2 пятерки. И когда я приехал в свою школу, там какие-то документы собирать, я посмотрел на своих... Я действительно хотел потом сдать еще и в МИФИ. Но я посмотрел на своих друзей, одноклассников, которые бегали, все нервные какие-то, думаю... Ну, в общем, почти случайно. Легендарно. Но не жалею. Спасибо. И потом замечательный гимн, текст гимна нашего МГИМОшного прекрасного написали. Что-что? Про гимн. Говорю, что прекрасно потом текст нашего гимна написали. Еще такое. Перемещаемся на левую сторону. Молодой человек. Вот, да, слева. Рядом в белой жилетке девушка. Пожалуйста, там молодой человек с вопросом. Пожалуйста. Давно уже вы у нас. Здравствуйте, Сергей Викторович. Меня зовут Хубецов Георгий. Я из Республики Северная Осетия, Алания. И представляю также молодежный парламент нашей республики. И у меня вот такой вот вопрос. Какие возможности для молодежи в сфере международных отношений вы считаете наиболее перспективными? Спасибо. Ну, молодым везде у нас дорога, там любые возможности. Я не очень понял, имеется в виду, как желающий или желающая реализовать себя на международном пространстве должны действовать, да, или как? Ну да, грубо говоря, какой путь вы им посоветуете преодолеть, что лучше вообще не пробовать? Нет, пробовать надо. Понимаете, здесь очень трудно посоветовать. Каждый человек – это индивидуальность. И те формы самообразования, самосовершенствования, которые будут идеальны для кого-то, могут не подходить другому человеку. Но есть международные факультеты, ну, в МГИМО само собой, но и в большинстве других университетов. Поэтому, если есть интерес заниматься внешней политикой, международным сотрудничеством, это не обязательно внешняя политика, это может быть международное сотрудничество в экономике, в торговых процессах. Надо поступать на факультеты, ну и ознакомиться, наверное, с той программой, которую каждый факультет предлагает. Конкретнее не могу вам ничего посоветовать. Спасибо большое за вопрос. У нас есть центральный сектор в середине. Волонтер, пожалуйста, в середине центрального сектора. Да, можно.
Здравствуйте, Сергей Викторович. Меня зовут Белова Снежана Евгеньевна. Я студент-политолог. Прямо перед вами, 12 часов. Я тут. Вот здесь. вижу, Здравствуйте. Я студент-политолог, Государственный университет управления, город Москва. Наш президент когда-то сказал фразу, и она стала крылатой, о том, что после смерти Ганди, к сожалению, не осталось людей, с кем можно бы говорить на мировой арене. Скажите, пожалуйста, сейчас есть такой человек в мире, с кем вы могли бы говорить? Спасибо. И вести диалог. Ну, вы имеете в виду, вопреки тому, что нас как бы изолировали, или Да, в том рациональный смысле, диалог. что остались разумные люди? Да. Ну, президент эту фразу действительно произнес, он ее произнес в условиях, когда Сейчас вроде бы уже условия стало были понятно, похожи. какие глобальные стратегические цели Запад преследует в отношении с Российской Федерацией. Но, конечно, собеседников у президента очень много. Он ежедневно практически какие-то международные контакты проводит, отношения прежде всего выделил. Я уже говорил про Белоруссию, про Корейскую Народно-Демократическую Республику и про Китай я говорил. Отношения с Китайской Народной Республикой у нас беспрецедентно глубокие, широкие, доверительные, стратегические. И вот был председатель КНР Си Цзиньпин у нас на мероприятии в честь 80-летия Победы, а в начале сентября президент Путин будет в Китае по приглашению председателя Си Цзиньпина праздновать 80-летие разгрома японского милитаризма. Это очень важные мероприятия, в том числе с точки зрения сохранения исторической памяти, недопущения успеха попыток, которые Запад и те же японцы предпринимают, чтобы вытравить память о тех годах. Ну, я могу перечислять бесконечно тех лидеров, которые вместе с президентом Путиным регулярно работают и в рамках БРИКС, ШОС, на постсоветском пространстве. Я не отказываюсь никогда от контактов, но и не навязываюсь. Я регулярно встречаюсь, скажем, с министром иностранных дел Венгрии, с министром иностранных дел Словакии, министр иностранных дел Швейцарии тоже запрашивается периодически на контакт, я никогда не отказываюсь. Бывший министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг вот на каком-то международном мероприятии попросил о встрече, но постеснялся сделать это под камеры, пригласил меня выйти покурить. Ну, пошли, поговорили. Поэтому никогда, как президент никогда не отказывается от предложений, просьбы встретиться, пообщаться, так и я не вижу смысла в том, чтобы кого-то избегать. Если они тебя избегают, объявили тебе бойкот, там из зала выходят, когда ты выступаешь, ну пусть, пожалуйста, как у нас говорят, ну перебесится когда-то. Но когда они это сделают и захотят с нами опять общаться, как было, уже не будет. Мы теперь знаем цену их слова. Слово у них, мысль изреченная есть ложь, а у них слово изреченное, обещанное нам что-то, это тоже есть ложь. Как было с Минскими договоренностями, как было накануне госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, когда между Януковичем, тогдашним президентом, и оппозицией был заключен договор о том, что надо спокойно вместе готовиться к досрочным выборам. Франция, Германия и Польша гарантировали своими подписями этот договор, а на утро на эти подписи наплевали, и оппозиция заняла все правительственные здания. Вот, поэтому веры, ну и, конечно же, апрель 22 года, вскоре после начала специальной военной операции, когда в Стамбуле наши переговорщики согласились с принципами урегулирования, предложенными украинской делегацией. А им потом сказали: не, ребята, вы еще мало голов положили, поэтому идите дальше воюйте, ослабляйте Россию. Так что, когда они, я уверен, что это не если, а когда они, в общем-то, образумятся,
и будут предлагать нам возобновлять отношения, мы будем очень строго подходить к тем принципам, на которых эти отношения могут выстраиваться в будущем. Спасибо большое. Перемещаемся на правую сторону. Не были мы еще здесь. Молодой человек в красной футболке по центру правой стороны. Да, волонтер уже на пути к вам. Пожалуйста, представьтесь. Какой у вас вопрос? Здравствуйте. Партийные цвета, что ли? Да. В футболке ребята представляют партии. Да. Здравствуйте, меня зовут Святослав Баженов, Ленинский коммунистический союз молодежи. Сергей Викторович, вопрос такого характера. После глобальных событий прошлого мы наблюдаем кризис глобальных международных инфраструктур, безопасности, коммуникации, правопорядка, и они перестали оказывать доверие и вызывать, доверие, и многие страны перестают в них участвовать. Кажется, как будто мы можем сделать шаг назад, и что вы думаете по этому поводу? Нужны ли нам новые инфраструктуры, если да, то какие? Спасибо. Ну, я, собственно, касался в своем выступлении. Конечно, Организация Объединенных Наций подвергается испытаниям. И прежде всего из-за действий Запада, который хочет уже, по сути, приватизировал руководящее звено секретариата. Там генсек, зам по политическим вопросам, зам по миротворческим операциям, зам по гуманитарным вопросам и зам по обеспечению безопасности всей системы ООН по всему миру, все члены НАТО. Сейчас вот господин Гутерреш, генсек, затеял реформу, называется она, он издал доклад ООН-80. Я не буду приводить примеры из этого документа, но смысл его – существенно сократить возможность для государств-членов ООН влиять на деятельность организации и влиять на деятельность секретариата. И, соответственно, расширить полномочия секретариата в вопросах, которые всегда были предметом межправительственного согласования. Предлог очень простой. Это долго, а вот надо действовать быстро. Это вот тоже пример линии Запада, который через своих ставленников в руководстве секретариатов международных организаций продвигает выгодные ему решения. В глубочайшем кризисе находится Совет Европы, откуда мы вышли, поскольку он сейчас все свои силы, вместо того, чтобы развивать универсальную международно-правовую базу сотрудничества в гуманитарной сфере, все свои силы бросил на незаконную деятельность по созданию каких-то трибуналов против России, комиссии по подсчету ущерба, нанесенного Украине. Печально. Была хорошая организация. ОБСЕ в глубочайшем кризисе тоже в силу того, что генеральные секретари, сейчас гражданин Турции, генеральный секретарь, бывший дипломат, и он старается все-таки действовать в рамках полномочий генерального секретаря, следуя принципам нейтралитета, непредвзятости, а до него были представители на этом посту, которые грубо злоупотребляли своими, так сказать, полномочиями, не выполняли требования уставных документов ОБСЕ. Также вели себя и председательствующие страны. Сейчас вот в Финляндии председатель исполняется 50 лет Хельсинскому заключительному акту, который был в 1975 году принят и, в общем-то, дал жизнь сначала совещанию, а потом организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Тоже непросто. Но я перечислял организации, в которых действует принцип равноправия. Это и БРИКС, и ШОС, и СНГ, ОДКБ, Евразес. Наши отношения с коллегами из Африки. Кстати, будет второй уже министерский форум Россия-Африка в этом году осенью. И будет этой же осенью первый в истории саммит Россия-Арабский мир. Россия и Лига арабских государств. Вот это форматы, в которых мы вполне себя комфортно чувствуем, и наши партнеры чувствуют себя комфортно. Есть еще место, где, помимо ООН, где мы с Западом садимся за один стол, группа 20. Там представлена вот эта так называемая «семерка», и там представлен расширенный БРИКС и его единомышленники. И если посмотреть расклад сил, то вот «семерка» плюс ее, так сказать, единомышленники, и БРИКС с единомышленниками
то двадцатка разделена ровно пополам, 10 на 10. И в двадцатке принцип консенсуса действует, его невозможно обойти. Поэтому это вот та самая площадка, где можно Запад вразумлять. Чем мы, собственно, и занимаемся. И попытка Запада еще 3 года назад украинизировать повестку дня двадцатки, она провалилась. И все вслед за нами сказали, двадцатка создавалась не для того, чтобы рассматривать политические вопросы. По политическим вопросам, пожалуйста, Совет Безопасности ООН. Вот, поэтому мы ООН по-прежнему считаем очень важной структурой, важнейшей структурой. И если почитать устав ООН, то там ничего менять не надо. Под концепцию, под процессом многополярности ничего не надо менять. Там заложен принцип суверенного равенства государств. Там заложен принцип равноправия и самоопределения народов. Конечно, территориальная целостность тоже есть, но впоследствии Генеральная Ассамблея ООН разъяснила, что необходимо уважать территориальную целостность каждого государства, чье правительство уважает право народов на самоопределение и в силу этого представляет все население, проживающее на его территории. Но разве после путча в Киеве те, кто пришел к власти, разве они представляли крымчан, жителей Донбасса, Новороссии? Нет, конечно. Поэтому все записано в основополагающих документах. И сейчас, если Запад признал независимость Косово без всякого референдума и сказал, да, это вот просто право нации на самоопределение. А когда в Крыму через 6 лет референдум прошел, когда жители спасались от нацистов, которые направили вооруженных боевиков штурмовать парламент в Симферополе, Запад сказал, нет, это не право на самоопределение, это вот надо уважать территориальную целостность. Поэтому вот как раз у них, раньше у нас пословица была, закон что дышло, как повернул, так и вышло. А вот они так с международным правом. Поэтому надо и в ООН требовать уважения устава. Причем не когда тебе захочется один принцип, когда захочется другой. Надо все эти принципы уважать в их полноте и взаимосвязанности. Но работа, конечно, продолжится. Сопротивление очень сильное. Спасибо. Спасибо большое за вопрос, Сергей Викторович. Спасибо вам большое. Друзья, у нас, к сожалению, время бежит вперед неумолимо. Спасибо вам за ваш вопрос. У нас, к сожалению, последний вопрос остался. Который час? Да-да-да. Который час? Который час? Мне тоже нет. 12:46 мне говорят уже. 12? 12:46 часов. Ну, до часу давайте, если вы не Давайте против. еще. У нас есть. Спасибо вам большое. Друзья, уникальная у нас действительно возможность. Давно уже остаемся в правом секторе. Во втором ряду у нас в желтой футболке поднимал руку молодой человек. Поднимали? Вот там, вот, пожалуйста, уже встал молодой человек. Добрый день. Сергей Викторович, спасибо вам большое за выступление. Меня зовут Антон, я из культурной столицы, из Санкт-Петербурга. Я изучаю международные отношения, перешел на 4-й курс. Я также интересуюсь глобальным югом, вот у меня, собственно, к этому вопрос. Как вы оцениваете роль России в формировании новой архитектуры глобальной безопасности и как сделать так, чтобы интересы нашей Родины были учтены? Спасибо большое. Ну, мне казалось, я постарался ответить уже. Ну вот, во-первых, в тех организациях, которые мы считаем не окончательно утратившими смысл существования, нужно отстаивать те принципы, на которых они основывались. Я только что говорил про ООН и очень сильное наступление на правила процедуры, на принципы устава. И у нас здесь есть много союзников, их число растет. 3 года назад была сформирована по инициативе Венесуэлы группа друзей в защиту устава ООН. Она регулярно принимает заявления. Сейчас это около 25 стран, и желающие есть дополнительно подсоединиться к этому процессу. Регулярно принимает заявления, несколько заявлений в год по принципиальным вопросам. И вот совсем недавно было принято заявление, а затем на основе этого заявления мы провели резолюцию Генеральной Ассамблеи, это уже стал
документ ООН о пресечении современных практик колониализма. Важнейший вопрос, потому что, казалось бы, когда это все было? Вот деколонизация Африки прошла в 60-е, 70-е годы, и Африка получила политическую независимость. Но в наследство-то Африка получила границы, которые колониальные державы нарезали по линейке, рассекая районы проживания одной и той же этнической группы, из-за чего периодически возникают стычки. Вот как это было лет 30 назад между Бурунди и Руандой, как сейчас происходит между Мали и Алжиром. Одна и та же группа, туареги, живут по обе стороны границ. Ну и, естественно, возникают какие-то противоречия, разногласия. Но самое главное, что, получив политическую независимость вместе вот с этими территориальными проблемами, Африканский Союз не хочет менять границы и правильно делает. Надо просто как-то достигать консенсуса. Но самое главное, что Африка не получила экономическую независимость. Я вот бывал в командировках, было и, скажем, в ЮАР, например. Вдруг, когда началась специальная военная операция, стали возникать сложности с тем, чтобы заправить самолет. Потому что компания, которая этим занимается, это то ли британская, то ли американская. Ну, с трудом там на военно-воздушной базе договорились. И, конечно, наши южноафриканские друзья в любом случае сделали бы все, что необходимо. Но это показатель. Суверенные государства, проводя мероприятия, это, по-моему, даже была группа 20, проводя мероприятия, или БРИКС, международные мероприятия, не может гарантировать приглашенным участникам этого объединения, что вот все технические, логистические вопросы будут решены. И поэтому, конечно, вот сейчас вторая волна. Уже теперь вторая волна пробуждения Африки, уже экономическое пробуждение. И наши отношения с Африканским Союзом существенно продвинулись за последний год. В 2019 году был первый саммит Россия-Африка, в 2023 году второй. Сейчас готовим третий саммит. Наверное, он уже состоится на африканской территории. А тем временем, вот в прошлом году состоялся первый форум министров иностранных дел, и будет в этом году второй. Так что нам надо и универсальные структуры типа ООН держать в тонусе и требовать, чтобы все уважали принципы, на которых она была основана. И параллельно развивать свои центры будущего многополярного мира. Это и ШОС, и, конечно, наши Евразес, СНГ, ОДКБ, все объединения в Евразии, а на глобальном уровне БРИКС. Это очень сильное движение. И Запад, если он не сможет стать одним из крупных, сильных центров, а будет стремиться сохранить полную гегемонию, у него ничего не получится. Спасибо большое. Спасибо вам за вопрос. Перемещаемся мы в нашу левую сторону. Вот девушка бейджик держит в зеленой кофте. В центральном секторе в бирюзовой кофточке. Вот прямо рядом с вами, уважаемый волонтер. Да-да-да. Пожалуйста, ваш вопрос. Как вас зовут? Здравствуйте, Сергей Викторович. Меня зовут Васина Вероника. Представляю партию «Новые люди». Вы дипломат с человеческим лицом. Вам не чужды слабости, иной раз можете поругаться сильным словцом, за что мы любим вас, за эту настоящность. В связи с этим вопрос: как вам удается пронести в себе человека, учитывая условия закрытые, консервативные, в которых вы находитесь? Но я не знал, что сильное словцо – это признак слабости. Если это так воспринимается, это не слабость, это черта характера, наверное, если хотите. И вообще ни одна профессия без юмора не может тебя действительно захватывать. А дипломатия, наверное, больше, чем многие другие профессии. И когда у тебя есть возможность в разговоре
где-то пошутить, где-то, ну, так, подзуживать, начать партнеров, если он тебе хорошо знаком, и ты знаешь, как он реагирует. Это очень часто играет позитивную роль. И президент, когда общается со своими коллегами, у него очень глубоко развито чувство вот собеседника. Это, наверное, это одна из ключевых вещей в дипломатии. Знания можно получить, но искусство общаться, да, наверное, нужно практиковаться при всех обстоятельствах, но в значительной степени это врожденное. И вот как в детстве ты там во дворе с мальчишками там хулиганил, а потом вдруг выходил какой-то такой переросток на 3-4 года старше и начинал, значит, там этих мальчишек маленьких гонять. Кстати, это примерно то, что сейчас вот делает Запад по отношению ко всем остальным. Вот гуляют люди во дворе в песочнице, не трогайте их, дайте им спокойно. Нет, надо прийти по 15 копеек со всех там срубить или еще чего-то. Поэтому я за то, чтобы везде юмор присутствовал. Спасибо. Спасибо. Улыбайтесь, господа. Спасибо большое, Сергей Викторович. Друзья, к сожалению, увы, у нас последний вопрос в центральном секторе. Молодой человек с бейджем. Вот он уже встал. Пожалуйста. Как вас зовут? Виноков Даниил, Татарстан, город Казань. Уважаемый Сергей Викторович, мы все знаем вашу силу слова, которая влияет на политиков и дипломатов других государств. Но у меня есть вопрос про это. Расскажите нам по секрету, что же все-таки вы сказали на саммите БРИКС, который проходил в Казани, когда вам наступили на ногу? Ну, там много всяких измышлений. Прошла красивая девушка, наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает, и сказал, что скоро выйду покурить. Там надо пригласить эту девушку, которую обещали. Хотите вопрос? Какой девушке вопрос обещали? На французском языке. На французском языке. Чтобы бабушка не расстраивалась. Бабушка, чтобы не расстраивалась. Задавала у нас в центральном секторе. Она ждет, ее подготовят после завершения нашей встречи. Все, обязательно бабушка. Вам огромное спасибо. Сергей Викторович. Очень приятно. И знаете, вот когда я не хочу делать сам себе какие-то комплименты, но когда тебя так слушают, как вы слушаете, так реагируют, как вы реагируете, это добавляет сил и желание работать еще лучше. Спасибо большое. Сергей Викторович. Друзья. Дорогие друзья, вам Сергей Лавров на спасибо территории большое. смыслов. Спасибо. Спасибо вам.